с кем-то коллеги. Здравствуйте. Моя фамилия Козеев Андрей Геннадьевич, генеральный директор и собственник группы компании «Начало». Сегодня мы собрали, огромное спасибо, что вы нашли время прийти. Уверен, что уйдете отсюда не разочаровавшись. Главное, пожалуйста, дотерпите до конца, потому что все интересно у нас будет в выпускании. И для каждого вида бизнеса, и для каждого государственной структуры мы покажем то, что наверняка вам понравится. Сегодня мы выстроим следующим образом демонстрации, которые мы подготовили. Наш гость Франс Hermes, Голландия, разработчик, один из собственников и разработчиков технологий Spectator, который уже работает на 26 странах мира, на 4 континентах. Только в Германии больше 30 тысяч операторов, все государственные структуры, полицейские структуры работают на этой системе. В общем-то, есть чем похвастаться. Россия стала 27-й страной, куда заходит эта технология. Сегодня это пока Пермь. Завтра мы улетаем, подписываем контракт и начинаем устанавливать в Уфе. Новосибирск здесь присутствует в Новосибирске в ближайшее время, тоже начинаем устанавливать. В общем, эта технология начинает заходить в Россию. Представляю, значит, как мы проведем сегодняшний семинар. Сначала Франс расскажет все возможности технологии. Рекомендую доктор наук биологических, очень известная личность уже в Европе и тем более в Голландии. Затем я постараюсь заострить ваше внимание на тех достоинствах этой системы, которые, на наш взгляд, применимы в разных бизнес-направлениях. После моего выступления Франс минут 30 будет выступать, я надеюсь, минут 20-25 уложится. После моего выступления мы еще пока сделаем практическую демонстрацию, как это работает удаленно, прямо здесь покажем вам действующие объекты, затем кофе-брейк. После кофе-брейка подробно остановимся на возможностях технологий для госструктур. Вопросы и ответы постараемся в первую очередь до показных вот этих, до кофе-брейка сначала ответить на все вопросы, которые будут появляться. Ну и в процессе, конечно, тоже готовы отвечать. По государственным структурам презентацию делает технический директор нашего предприятия, Начало, который здесь присутствует. Вот и все. Единственная сложность, значит, Франс разговаривает свободно на 6 языках, но русский пока только начал изучать, поэтому нам поможет сегодня наш представитель по странам ассамблеи Михаил Пишляк в переводе. Итак, слово Франс. Добрый день. That's about the only thing I can tell you in Russian. So my apologies for not being able to talk to you in Russian, but Michael Pishляk, our representative from the CIS companies, he will translate to you. So I hope that you can follow my presentation. And if you have in between questions, don't hesitate to interrupt me. No problem. Франс желает всем доброго дня и извиняется за то, что это пока единственная фраза, которую он знает на русском языке. Меня зовут Пишляк Михаил, я представитель по странам СНГ, я помогу Францу с переводом. Он просит не стесняться задавать ему вопросы, какие у вас возникают в ходе презентации. First, I want to tell you something about Spectator. As André Koseva already has introduced, I'm the managing director of Spectator worldwide. Spectator is a company who has the mission to use high technology to improve the quality of life. Франц хочет немножко подробнее рассказать о компании, часть уже Андрей Геннадьевич рассказал. Франц является управляющим директором компании Spectator, которая ставит своей задачей принести новые технологии и использовать их для безопасности во всем мире. The goals thereby are to develop a total concept and to introduce new standards for different fields like security, healthcare, communication. Мы разрабатываем полные концепции, которые можно применять соответственно с новыми стандартами для разных решений. Это и образование, и безопасность, и здравоохранение. We are
as was already said in the introduction, we are a global enterprise with activities in different continents. But we always have a regional, local approach, so that in every region in the world we have a regional support office, and therewith we want to offer cutting-edge solutions with good support. Мы являемся глобальной компанией, но с локальным подходом. Мы присутствуем в нескольких регионах мира, и там у нас есть офисы, которые осуществляют поддержку техническую, и мы стараемся принести самые лучшие решения. The core part of the business is a platform that we have developed that is a so-called multidisciplinary and multi-protocol platform to which all devices that are out there on the market can be integrated in one platform. Ядром нашей разработки является мультифункциональная платформа, которая дает возможность осуществлять коммуникации. To give you an idea about our presence, we have the global office in the Netherlands with a regional office in Bahrain for Middle and Far East, in South Africa for the African continent, in Colombia, where I just returned from yesterday, it was a little bit warmer there in Moscow, and also in Ukraine for the CIS federations. Главный офис компании находится в Нидерландах. В Бахрейне располагается офис для Ближнего и Дальнего Востока. В ЮАР находится офис для стран Африки. В Колумбии офис для Южной Америки, куда Франц вернулся буквально вчера. И на Украине офис для стран СНГ. Here are some countries where we are present in different parts of the world. As you can see, we are present in more than 20 countries all over the world. Это некоторые страны, в которых присутствует компания. And this is a typical setup of the operator working space of such a platform, where you can see 3 to 4 monitors that the operator is sitting at, and also a video wall for different activities that the operator can also use. Это стандартная модель построения рабочего места мониторингового центра, где присутствует более 3 мониторов. The technology is delivered in one or more of these racks, which are built up all with redundancy. So the technology that we're supplying has always a 2 to 4-fold redundancy, which means if one hardware part would fail, then still a second, third, or fourth part would pick up. Технологическим сердцем являются, конечно же, серверы, которые строятся в серверных шкафах. Обеспечивается максимальная защита, несколько уровней поддержки внутренней. First of all, what I said, it's a multidisciplinary platform. That means that all different products that you have out there in security, in healthcare, in multimedia, that they go to one platform, and that platform can be used as well by private operators, as authorities, just as fire brigades, police, and ambulances, medical services. Как я уже упоминал, платформа является мультидисциплинарной, и разные сигналы, разные возможности стекаются в одно и то же место и могут быть использованы для нужд пожарной охраны, полиции и прочего. The other thing which is very important is that all these different devices out there, they speak all different languages. They are developed by different countries, by different companies with different software development kits. So one of the biggest issues is the multi-protocol issue, and we have developed a platform that is able to receive all these different alarm systems and CCTV systems, whether or not analog or IP, in one platform. Одной из больших проблем является разность протоколов объектового оборудования, которое производится в разных странах разными производителями. Поэтому мы постарались создать платформу, которая является мультипротокольной.
То есть она может принимать тревожные извещения от оборудования разных производителей. For example, if you're looking at CCTV systems, then you have an existing CCTV system with cameras and an existing DVR. And then we put a little box next to that which is called a protocol converter, and that protocol converter can connect any existing CCTV system to our platform. На данном примере мы можем посмотреть, как происходит объединение существующей системы замкнутого видеонаблюдения. То есть есть несколько камер, которые подключены к какому-то видеозаписывающему устройству. Для того, чтобы подключить ее к мониторинговому центру, надо добавить всего лишь преобразователь протокола. So the multi-protocol problem is solved at the client object. Таким образом, разность протоколов решается на клиентском объекте. And that has a lot of advantages that I will tell you later about. И у данного решения есть много преимуществ, о которых мы расскажем чуть позже. As you can see here, the solution works as well for analog and IP camera systems. So independent if the client has IP cameras or analog cameras, we have different types of protocol converters that can connect them, all these existing systems, to the same platform. Наше решение распространяется и для аналоговых, и для IP камер, то есть нет никакой разницы в том, какое оборудование стоит на объекте у клиента. And then again at the control center you have here again the workstations with different monitors, and here the video walls to receive high-risk incoming calls or for continuous observation. В мониторинговом центре располагаются рабочие места операторов с несколькими мониторами, а также строится видеостены, на которые выводится критическая видеоинформация с объекта, либо они могут быть использованы для постоянного видеонаблюдения. One of the biggest advantages of having the problem solved at the client location is that we determine the compression of the video between the site and the platform. Одним из больших преимуществ является то, что мы определяем видеосжатие между клиентским объектом и мониторинговым центром. So we're not depending on the compression and streaming quality of the CCTV installation at the client location, but because of the protocol converter we are able to have a high efficient compression so that over small and cheap bandwidths, over a simple internet connection, we can receive high quality video and audio at the platform. Таким образом, мы не зависим от того видеооборудования, которое находится на объекте, потому что преобразователь протокола обеспечивает необходимое сжатие и может передавать видеосигнал по дешевым и неширокополосным доступам к интернету. That means that we can receive any object if there is an IP connection. It can be a fixed IP connection like ADSL over a telephone line, cable or fiber optic. It can be a wireless connection like GPRS, UMTS, 2G, 3G, 4G, LTE or a satellite connection. То есть, в принципе, для нас не имеет никакого значения, какой интернет находится у клиента. То есть это может быть проводная связь ADSL по телефонным линиям, это может быть беспроводная связь GPRS, UMTS, это может быть и спутниковая связь. In the management system, it is not just a video observation system, but it's a complete management system. That means that once you receive a call, you also can do something with the call. Like, for example, call transfer. So you can do call transfer from one operator to another operator, but you also can do call transfer from one platform to the other platform. For example, between private and public, from a private security company to the police, for example, or from a nurse to the hospital. Важно то, что это не система управления видеопотоком, это система управления входящими сигналами. И есть возможность переводить этот сигнал не только между операторами в одном мониторинговом центре, но также и между мониторинговыми центрами. То есть это может быть сотрудничество на уровне частных охранных структур и отделениями полиции.
либо это отделение поликлиника и больница. As I said before, we don't only stream video, but we also stream audio and bidirectional. That means that the operator does not only see what is happening, he also hears what is happening and he can talk back. So we can have an interaction with the intruder and try to get him out of the object as soon as possible to prevent further damage. У нас происходит не только передача видеосигнала, но и двухсторонний аудиосигнал. Таким образом, оператор может не только видеть, что происходит на объекте, но он может и слышать, что происходит на объекте, и более того, он может общаться с нарушителем и таким образом предотвратить нанесение большего ущерба. And we have worldwide experience that this is very effective. It doesn't matter if you are in the Netherlands or Germany or Colombia or South Africa. If somebody starts talking to you and tells you, hey, we can see you live, the police is on the way, then they will all get afraid and they will get away. И наш опыт внедрения в разных частях мира показывает то, что данная технология помогает предотвратить правонарушения. Потому что когда преступнику сообщают о том, что он находится под видеонаблюдением и группа быстрого реагирования уже выехала, как правило, это отрезвляет. If he only sees the siren going, then and the light goes on, and he says, oh, okay, thank you, I still have 20 minutes, thank you for the light. But if somebody starts talking to you, you feel under pressure, and then you will leave, because that is a totally different experience for an intruder than just an automatic signal that is going on. Как правило, если происходит при проникновении на объект, включается сирена или световая сигнализация, преступник примерно может рассчитывать, какое время у него есть в запасе. Если происходит живое общение между мониторинговым центром и преступником, это добавляет гораздо больше давления на него, и таким образом он останавливается. Further advantage is also that the platform has a DNS server integrated, so it means that the client doesn't need to have an expensive fixed IP address, but just can have a home and garden internet connection with a dynamic IP address, and then the platform takes care that we always have the latest IP address of the client, so that the price of his connection is as low as possible. Необходимо отметить, что на нашей платформе уже есть встроенный DNS-сервер для того, чтобы клиенту не требовалось постоянный IP-адрес на объекте. Таким образом снижается финансовая нагрузка для обеспечения соединения. Plus, everything that is happening in the platform will be recorded. So all what the operator is doing, all the video, all the audio that is received is recorded for internal evaluation, for evaluation with the customer, and also as evidence for the prosecutor. Плюс все, что происходит на платформе, записывается. То есть все входящие аудио, видео, информация о входящих тревожных сигналах, все это фиксируется, логируется, и потом можно провести внутреннюю оценку того, что делал оператор, оценить его действия и также предоставить более детальный отчет клиенту или использовать эти данные потом впоследствии для суда. Well, this is, for example, a simple example how it works. There is an alarm that is coming into the control center. The operator gets the alarm, makes the video connection, and immediately he has video alarm verification and can see and hear what is happening at the secured object. На данной схеме представлен простой вариант, как происходит соединение. Происходит сработка сигнала тревоги, сигнал поступает в мониторинговый центр, оператор его принимает в обработку, соединение с видеосистемой и картинка на экране оператора. Well, these are, for example, the standard first two monitors of the operator. The first monitor is the general and the alarm monitor. The second one is the monitor for the video. Это стандартные первые два монитора операторского рабочего места. Первый монитор слева – это общая информация и очередь входящих сигналов тревоги. Второй монитор – это видео с места событий.
The operator, for example, can see which calls did he handle and which are hanging, pending or in line. Оператор может видеть, какие сигналы он принял, какие находятся в ожидании, какие переведены в папку. He can see in different colors the alarms that are in the queue. They can also have different colors depending on priority. Входящим сигналам можно присваивать разные цвета в зависимости от приоритета. The system also has communication pathways. That means that the operator through the system can dial out to the client, so he doesn't need to take a separate telephone system, but he can through the system dial out to the client, but he also can send SMSs, faxes and emails, and everything is recorded again. На платформе уже встроена телекоммуникационная система, то есть оператору не надо использовать дополнительные телефонные аппараты, он может осуществлять набор номера непосредственно с экрана. Также он может отправлять СМС, факс и электронную почту. Все эти действия записываются. After the operator has taken the call, he gets automatically an action plan. That is what the operator or the authorities have agreed with the customer. После того, как оператор принимает входящий сигнал, перед ним всплывает сценарий его действий, который заранее согласован с клиентом или с властями. So the operator can only follow this. So this is like, we call it monkey-proof. The operator cannot make a mistake. This is like a standard procedure, depending on the incoming alarm, what the operator has to follow. Это защита от человеческого фактора, потому что оператор может только выполнять те действия, которые прописаны в плане его сценария. So it's a guarantee of quality of service to the final customer. Это гарантия качества сервиса конечному потребителю. For example, if the action plan is call this person, then the operator just clicks the button and automatically the system dials out. If it says send an SMS to this person with this predestined message or a mail, then he clicks and automatically it sends out. So it's very efficient and quick. Использование очень простое и удобное. То есть, если есть задача отправить СМС или сделать звонок определенному лицу, и СМС должно содержать определенную информацию, оператор просто нажимает кнопочку «Выполнить», и то, что прописано в блок-схеме, будет выполняться. Пошагово. At the same time, you saw already before, he gets the video stream that belongs to that object. Одновременно с этим он получает видеопоток с объектом. And at the third monitor, that is an interactive geographical map, multi-layer, so that the operator can see where he is. That can be city level, street level, building level, because when the operator receives the video, he also needs to know where he is, and he needs to know where is the next camera if he doesn't see something. На третьем мониторе представлена интерактивная географическая карта. Она является многоуровневой, то есть на ней может быть представлен город, район, улица, здание, поэтажный план здания. К ней, на нее ставятся гиперссылки интерактивные, то есть оператор может управлять устройствами, может переключаться между камерами, которые находятся на объекте, потому как оператор чаще всего на объекте не присутствует, чтобы у него было понимание, что он видит, и оттуда приходит сигнал. This is, for example, one of our clients is the German police. They have more than 30,000 working stations with all the technology. In case of an alarm in a high-risk object like a bank, they integrate, they can receive over our platform, integrated in the command and control center system, the live video from the object. На данном снимке представлена живая ситуация с рабочего места оператора в полиции ФРГ. Там порядка 30 тысяч рабочих мест оборудованы нашей технологией. So the operator, for example, can see and take snapshots which he can send away again for further identification of the intruder or the weapon. К примеру, здесь показано, что оператор может не только видеть, но и делать мгновенные снимки для того, чтобы потом было легче идентифицировать лицо, оружие. We were also certified by the German police in 2006, where the chief police commissioner in North Rhine-Westphalia in Germany
says that they use this method and it helps them for better perpetrator identification and a quicker and more efficient follow-up. Данная технология была сертифицирована полицией ФРГ еще в 2006 году. Здесь отзыв Райнера Вайнхофа, это шеф-комиссар полиции. Он дает самую положительную рецензию и говорит, что данная технология помогает им предотвращать правонарушения, эффективно их расследовать и идентифицировать нарушителей. This is also one of our partners, Bosch Security Systems, one of the three largest security companies in the world. They use, in their own control centers, they use Spectator technology for the video part, for video alarm verification of high-risk objects, as well in private as in public situations. Одним из наших ключевых партнеров является компания Bosch Security Systems. Они входят в тройку крупнейших компаний безопасности в мире. И в своих мониторинговых центрах для получения видеосигнала они используют технологию Spectator. Some other examples are, for example, the Ministry of Interior in Bahrain that are using these systems for all the banks in Bahrain, but also for money exchange offices, cash carrying vehicles, hotels, jewelry stores. Министерство внутренних дел Бахрейна использует технологию Spectator для обеспечения безопасности всех банковских отделений, пунктов обмена валюты, ювелирных магазинов, инкассаторских автомобилей, гостиниц. This is in Qatar, where our system with a full redundant system, it's a not swappable backup, is used by as well the police control room as Ministry of Interior, Ministry of Civil Defense and the National Crisis Center. В Катаре наша система входит в состав национальной системы безопасности. Там обеспечена повышенная надежность, и на ней построен национальный кризисный центр. Это примерно как ситуативный центр, я так понимаю. Again, there with a reference letter from the system integrated from the government. We also have, because I still have about 5 minutes so I will try to finalize. I give you some other examples. Obviously, our system is being used by high-risk objects like banks, multiple retailers, but also, for example, for city surveillance, where we have complete integrated total solutions for as well fixed as mobile objects. Наша технология используется для банков, магазинов, автозаправочных станций, но также у нас есть готовое решение для обеспечения безопасности города. И там можно его применять и на объектах подвижных и объектах недвижимости. And we also have the option there to integrate like GPS tracking systems, 911 emergency systems, mobile police command centers, police cars, ambulances, emergency systems, and we recently have also developed a so-called information guided management system. Мы можем проводить интеграцию с системами 911, с GPS-трекинговыми системами, с мобильными полицейскими командными пунктами, с системами экстренного вызова и с мобильными приложениями для того, чтобы население могло информировать специалистов мониторингового центра о происходящих правонарушениях. This is, for example, a development that we have recently integrated also in the control center. This is that you can use your mobile phone to make a notification of something that is happening somewhere. Здесь представлена технология, которую мы недавно интегрировали, которая дает возможность использовать мобильный телефон для того, чтобы оповестить силы правопорядка. Can be used by professionals, but also by private people that can make like a report that normally is done by a police commissioner in a police station, but this is much more effective and quicker, it doesn't need a person, and there is an automatic follow-up of all the reports that are coming in. Данное приложение позволяет составить рапорт о событии, которое
очень простая форма заполняется в мобильном устройстве, вместо того, чтобы заполнять много бумаг в отделении полиции. And you can analyze that later, what type of crimes or events are happening in the town or in the country, at which places, with which frequency. And so you have a very good report and statistics about what is happening, and also about what the authorities of the government are doing about it. Полученную информацию потом можно очень легко использовать для составления графиков и отчетов по состоянию криминогенной обстановки в районе, в городе,